Итак, переходим к ушку. На листе выкроек найдите детали номер 5 и 6. Это у нас само ушко и внутренняя часть ушка. Из основной ткани выкроите 2 детали уха. Обратите внимание, что они выкраиваются с припусками на швы. А выкройка у нас идет без припусков. И одну детальку средней части ушка из розовой ткани. Она выкраивается без припуска по контуру, за исключением того, что припуск у нас дается внизу. Еще нам понадобится деталь из синтепона. Также мы ее выкраиваем с припусками. И нам еще будет нужна клеевая паутинка. Клеевая паутинка нужна для того, чтобы сделать аппликацию вот этого внутреннего ушка. Так же, как мы это делали с бантиком, из клеевой паутинки выкроем детальку по размеру вот этой внутренней части ушка. Видите, у меня паутинка чуть-чуть уже, чем сама деталь, но это не страшно. Главное, что она будет нам хорошо держать. И очень важно, чтобы паутинка не выходила за пределы детали, чтобы мы не испортили наш утюг, когда будем приклеивать. Лишнее я срезала. На основную деталь ушка мы вот так вот накладываем. Внизу мы совмещаем срез. И примерно по центру делаем. И теперь утюжком все это проглаживаем, чтобы паутинка расплавилась и приклеилась маленькая деталь к большой детальке. Вот как выглядит деталь после того, как я приклеила маленькую деталь к большой детали. Теперь точно так же, как мы делали это с бантиком, мы идем к машинке и зигзагом, розовыми ниточками по контуру вот так вот пристрачиваем аппликацию. Нижний срез мы не трогаем, только вот этот вот контур. Не забудьте деталь прогладить утюгом. Теперь складываем наши 2 детали ушка лицом к лицу. Вот так совмещаем. Теперь детали синтепона кладем вот так вот сверху и скалываем булавочками. Скалываем булавочками поперек. Следите, чтобы булавочки, вот тут, где у нас вот эта вот линия, по которой мы будем строчить, чтобы булавки не выходили наверх на эту линию, чтобы они были спрятаны в ткань. Потому что мы будем строчить по булавкам, и чтобы у нас не сломалась игла машинки. Вот так, скололи. И идем прострочим. Длину стежка поставьте на 1,5. Нитки под цвет ткани. У меня серые. И начинаем строчить. Закрепочку делаем вначале. И аккуратненько строчим. Там, где булавки, очень аккуратно, медленно следим. Булавки можно не вынимать по ходу шитья. Просто очень аккуратно это делайте. Замедляйте ход, когда подходите к булавочке. Сделали закрепочку в конце. Все, булавки можно убрать, нитку обрезать. И теперь очень близко к шву мы обрежем всю лишнюю ткань вместе с синтепоном. Оставьте буквально 1-2 миллиметра. После того, как обрезали, можно вывернуть.
Вот так здесь все поправляем. Выворачиваем, поправляем как следует. Так, давайте теперь сколем опять булавками вот так. И теперь на машинке проложим строчку вот так вот по периметру. И вот здесь внизу. Я показывать не буду, потому что здесь все понятно. Самое главное, очень осторожно с булавками. Если волнуетесь, что может сломаться игла, лучше тогда булавки просто вынимайте. Ну вот, ушко готово. Вот, видите, какое оно. Теперь нам его нужно пришить. Итак, смотрите. У нас есть вот такая вот готовая деталь верхней части. Как вы помните, мы ее по контуру еще не вырезали. Мы только контуры обрисовали. У нас есть вот такое вот ушко. Его нам надо будет пришить вот сюда. У нас здесь меточки есть, где его пришивать. И здесь у нас еще наверху будет уголочек такой. Верхняя часть. Это у нас деталь номер 2 на листе выкроек. Вот этот срез прямой нужно здесь отложить нам припуск на швы. Я его делаю 1 сантиметр. Провела линию. И теперь мы по этой линии вот эту ненужную часть ткани отрежем. Возьмем ушко. Вот этой стороной аппликации вниз мы приложим вот сюда, совмещая метки и совмещая срезы. И теперь приколем. Между метками нужно приколоть. Вот. И теперь мы идем к машинке и пристрочим ушко примерно на расстоянии 5 миллиметров от края. Вот так вот проложим строчку. Отлично. Строчку я проложила. Вот так у нас будет потом. Теперь нам нужно выкроить вот эту маленькую деталь номер 2. Возьмем небольшой кусочек ткани, основной ткани, переворачиваем наизнанку, прикладываем выкройку. Не забудьте, что выкройку тоже надо перевернуть. И выкраиваем таким образом, что вот здесь по вот этому срезу нижнему мы рисуем прямую линию и оставляем припуски на швы 1 сантиметр. Обязательно ставим меточки, а верхнюю часть мы не будем обрисовывать, а просто оставим припуски. Безразлично, какие здесь будут припуски. Главное, чтобы та деталь, которую мы вырежем, была больше, чем наша деталь в готовом виде. То есть для нас главное вот эта линия. Теперь взяли основную деталь, взяли вот эту деталь и, ориентируясь на вот эти меточки, сложили вот так и скололи. Теперь вот по этой линии мы прострочим на машинке. Я прострочила, видите, ушко у нас внутри осталось. Теперь отогнем вот так вот эту деталь и ушко. Припуски у нас направятся вниз. И можно теперь проложить отделочную и закрепляющую строчку вот здесь по краю. Отстрочить. И вот теперь можно полностью вырезать всю нашу деталь. Это у нас деталь номер 9 на листе выкроек. Вот так мы ее приложим. Здесь у нас уже линия прочерчена. Можно ее обновить, если она плохо видна, что я и сделала. Совмещаем вот так.
А наверху нужно прорисовать линию. Тут у нас ушко мешает немножко, нужно его вот так вот опустить вниз. И прочертить. Теперь по этой линии, по контуру мы вырежем. Готово. Теперь из ткани для нижней части кармашка и из синтепона выкроем еще по одной такой же детали. Номер 9. Не забудьте, что выкраивать нужно в зеркальном отображении. И сложим теперь все наши детальки. Вот таким образом. Сверху лицевая деталь, внизу деталь нижней части, а посередине у нас синтепон. Выровняем все. И сколем булавками. Теперь нам нужно эту деталь простегать. Мы простегаем с вами хвостик, глазик и ротик. Давайте мы начнем с хвостика. Хвостик вот возьмите так вот, приколите, чтобы было удобнее, чтобы он не сдвигался. Мы прострочим вот здесь и вот здесь. Давайте начнем с глазика. Длину стежка я ставлю маленькую, у меня это 1,5 будет. Опускаем лапку, опускаем иглу и начинаем строчить по кругу. Аккуратненько поворачивая работу. И просто по контуру глаза отстрачиваем. Дошли до конца. Сделаем закрепочку. И можно обрезать под корень. Так, теперь хвостик. Начнем с края и начинаем строчить по контуру, не захватывая сам хвостик, то есть рядом с ним, вплотную. Длину стежка можно здесь сделать побольше немножко. Вот так. Вдоль контура идем. Здесь поворачиваем. Теперь вдоль контура бантика. Опять поворачиваем. Кончик хвостика. И возвращаемся к началу. Теперь ротик. Ротик мы с вами отстрочим розовыми нитками. Начинаем от края. Идем до конца ротика. Поворачиваем. Делаем вот эту складочку. С помощью реверса можно пройтись вот так. Раза два. Теперь разворачиваемся и идем обратно. Все, ротик готов. Нитки обрезали. Теперь все срезы можно выровнять еще разочек. Сколите по периметру с помощью прищепочек или булавок, если у вас прищепок нет. И прострочите по контуру.
Хвостик не прихватываем. Расстояние от края 3-4 миллиметра. Ушко отодвигаем, чтобы оно нам не мешало. Хвостик мы тоже убираем. Не нужно, чтобы он попадал в шов. Вот она, наша деталь, после того, как мы прострочили края. Потом я ее немного отпарила утюгом с паром. Не гладила, а именно отпаривала. Чуть-чуть, прямо прикасаясь, легонько-легонько. Вот это обратная сторона. Теперь нам нужно обработать вот этот край косой бейкой. Выкраиваем косую бейку под углом 45 градусов. Длина бейки 18 сантиметров. Ширина 3 сантиметра. Бейку выкраиваем из основной ткани, такой же, как и из которой мы шили нашу мышку. С изнаночной стороны поворачиваем сюда наизнанку и прикалываем бейку. Прикладываем лицом к лицу. И я использую прищепочки. Они здесь очень удобные. Бейку слегка растягиваем. Теперь на машинке мы проложим вот здесь вот шов. Шов делаем примерно шириной 0,6-0,5 сантиметров. Ориентируйтесь на ширину вашей лапки. Прострочили. Теперь поворачиваем на лицевую сторону, отгибаем нашу бейку, перегибаем ее и загибаем вот таким образом. И также прикалываем. Загибаем вот таким образом, чтобы тот шов, который мы только что сделали, он оказался внутри. То есть мы закрываем этот шовчик. Сделали. Теперь уже по лицевой стороне мы прокладываем строчку по краю вот этой вот загнутой нашей косой бейки. Вот что у нас получилось. Вот этот верхний край обработан косой беечкой. Лишние вот эти вот хвостики можно срезать. А мы переходим к шитью нижней части прихватки.